Привет всем! Сегодня рассказ про дрон. Зрители и подписчики просят рассказать немного про этот аппарат. Он у меня несколько недель и есть какой-то опыт эксплуатации. Итак, дрон DJI Mini 2. Значит, я этот аппарат официально зарегистрировал и пользуюсь им как бы на законных основаниях. Давайте посмотрим, что это за прибор, как он управляется, как снимает, насколько надежен, насколько стабилен. То есть опыт эксплуатации. У меня до этого дронов не было. Я, скажем так, новичок. Поэтому для тех, кто собирается только заняться вот этим увлекательным делом, съемками с дронов, возможно, мой отзыв будет полезен. Итак, аппарат современный, он вышел совсем недавно. Он характерен тем, что может летать далеко, связь стабильная и качественная съемка. Вот смотрите, это сам прибор, это пульт управления, это аккумуляторы. Я купил с запасными аккумуляторами. Рекомендую покупать именно такой комплект. Потому что аккумуляторы всегда, если вы в поездке тем более снимаете, всегда понадобятся. И вот этот корпус, как организована зарядка, тоже мне очень понравилось. Итак, вот смотрите, это мы нашего котика нашли, который убежал. На соседнем участке его дроном поймали. То есть от дрона есть в том числе и практическая польза. Вот нанесен номер. Я застраховал дрон. Страховка 60 евро на год. И права не нужны, так как дрон весит меньше 250 грамм, а права на управление, обучение проходить не надо. Но надо пройти регистрацию, то есть я вот ввел номер страховки, описание. Через минут 15 меня все это заняло, я получил регистрационный номер, который нанес сверху на корпус дрона. Ну, смешно, что 13 цифр, 13 символов. Ну, попроще ничего не могли придумать. В Австрии номерной знак автомобиля 7 символов, а дрон 13. Ну, как-то так. Вот смотрите. Нажимаешь кнопку, автоматический взлет, он взлетает. Дальше есть джойстики и есть iPhone. То есть к пульту управления крепится, в моем случае, iPhone. Вот. Ты на iPhone видишь то, что видит дрон. Там же есть настройки разные. Управлять движением, то есть вверх, вниз, вбок, вправо, повернуться и так далее. Все это с помощью джойстиков делается. Есть встроенные функции, облет по кругу, по спирали, там, бумеранг и так далее. То есть вы можете пользоваться какими-то встроенными функциями. К сожалению, нет функции слежения за человеком, за тем, у кого пульт в руках. Ну, вот это по спирали движения, такое круговая съемка. Значит, как дрон снимает? Изначально у него при покупке были режимы там 1920 на 1080, потом 2,7К и 4К. Вот 60, 50 и 60 кадров в секунду было только в режиме 1920 на 1080. Вот, 2,7К и 4К снимали только 30 кадров в секунду. Потом пришло обновление. Я установил обновление. И в режиме 2,7К появилась возможность тоже снимать 50 и 60 кадров в секунду. Вот это оказалась очень хорошая возможность. Ну, просто пришло обновление и все. Я установил, оно заработало. Соответственно, я снимаю вот эти все, вы видите, кадры, снятые 2,7К, 60 кадров в секунду. Ну, это позволяет потом под обработку видео, под цветокоррекцию, под какие-то, для моих нужд, для YouTube канала, вот того, что выдает камера, я считаю более чем достаточно. То есть есть 3 режима полета. Ты можешь летать кинематографически, летать медленно, летать нормально или летать быстро. Я снимаю в режиме медленного полета кинематографического. Ну, у меня это конкретно для YouTube канала. Соответственно, насколько этот прибор далеко летает. По высоте я выше 500 метров не поднимался, но может выше. По дальности я посылал примерно на 1,5 километра и тоже
То есть там система связи между пультом и прибором и дроном. Это не Wi-Fi, а какая-то специальная система, которая позволяет реально далеко летать. Значит, насколько стабильная связь? Я один раз имел проблему, но потому что я захотел перелететь через туман, через слой тумана, подняться над туманом и снять вершины гор над туманом. Вот когда дрон погрузился в вот эту полосу тумана, возникла проблема со связью, и дрон автоматически вернулся на место старта. То есть там есть такая функция. Если связь вдруг потеряется, дрон поднимется на заданную высоту и вернется к месту, откуда стартовал. Вот смотрите, так снять диких уток, подойти просто камерой снять практически невозможно, они пугливые, они улетят. А дрон вот спокойно над ними завис, снимаю без проблем. Значит, еще что, время полета. Значит, с одного аккумулятора я снимал, у меня там, кстати, 20 минут было, и при этом аккумулятор еще не кончился. Вот смотрите, вот так, не повторяйте, это я точность проверяю. 50 сантиметров от кромки крыши нормально садится. Значит, 20 минут еще заряд оставался. То есть то, что в паспорте указано, это скорее всего правда. В отношении дальностей тоже. То, что паспортные данные, я считаю, что да, это примерно соответствует тому, что есть на самом деле. Значит, взлет-посадка. Все очень просто. Взлет, автоматический взлет. Нажимаете кнопку, он взлетает. Посадка. Можно делать посадку, она возвращается в точку старта. Точность вот этого дела примерно в радиусе 1 метра. Вот. То есть я запускал с маленькой такой табуретки, скажем так, и он возвращался не на эту табуретку, а где-то сантиметрах 50-60 от нее. То есть вот в радиусе метра точность обеспечивается, это нормально. Значит, посадку я чаще всего делаю, у меня участок такой неровный, я делаю на руку. Я рукой его ловлю, после этого резкое движение рукой вниз, переворачиваю, и двигатели глушатся у дрона. Единственное, одевайте перчатку, потому что если пропеллером по пальцу даст, то раскровит запросто. Значит, управление вот этим движением, там, вперед, назад, повернуть, вверх, вниз, там, джойстики, все элементарно. То есть вот у меня опыта никакого не было вообще, я там пару раз попробовал, у меня все стало летать. То есть прибор, все интуитивно, очень грамотно все сделано. Вы просто получив некоторый опыт, просто полетите. Прибор в целом для нужд YouTube, для начинающих, это, я бы сказал, супер аппарат, который стоит свои деньги. Успехов! Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Кликните котика, откроется окошко подписки. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам!